Добрый день, с вами снова Ренат, а это значит, что вы в гостях в моем небольшом, но уютном саду 15 июля 2020 года в городе Астрахань. Сегодня хочу продолжить разговор об обрезке груши, который я поднял ровно месяц назад, в середине июня, когда показал вам свой оригинальный метод обрезки, который заключался в устранении однолетних побегов примерно на 90%. Итак, давайте посмотрим, что произошло. Вот здесь было место среза. Все нормально, ничего не отрастает. То есть так, как я и хотел. То есть мы избавились от ненужного прироста, который вырос бы еще бы вот сантиметров на 30. Такая же ситуация здесь. Вот видите, было место среза. Я производил обрезку в десятых числах июня. Прошло уже больше месяца. Вот видите, как все здесь замечательно. То есть эксперимент дал свой положительный результат. Давайте сейчас посмотрим состояние наверху. Итак, что же у нас наверху? Давайте посмотрим на места срезов, которые я делал в середине июня. Вот был срез. Вот был срез. И вот был срез. Вот такая у нас ситуация. Я, наверное, принимаю решение избавиться вот от этих вот вертикальных побегов. То есть фактически эксперимент у нас продолжается. Ну вот видите, как мы легко избавились от этих ненужных вертикальных побегов. А именно в этом заключалась цель моего оригинального способа обрезки, чтобы не дать дереву вырасти вверх, чтобы оно не портило ландшафт моего сада. Таким образом, можно говорить об очень удачном эксперименте, который я начал в десятых числах июня и продолжил в середине июля. Вот видите, какая красивая сейчас ситуация. Таким образом, цель достигнута. Дерево растет так, как ему положено. Самое главное, энергия дерева пойдет на закладывание будущих плодов на следующий год. Вот видите, вот тут. То есть в этом заключается цель эксперимента, чтобы дерево сохранило больше сил на плоды, а не на рост бестолковых, ненужных вертикальных побегов. Итак, надеюсь, вы поняли, в чем заключалась цель моего эксперимента обрезки груши в июне с продолжающейся обрезкой в июле. Это ограничение роста вертикальных побегов, чтобы они не отнимали энергию у дерева, которая потребовалась бы ему на закладывание цветковых почек для будущего урожая. Давайте еще раз посмотрим на результаты нашей сегодняшней работы. Поэтому хотел бы сказать всем садоводам-любителям: никогда не бойтесь экспериментировать с плодовыми деревьями. Иногда промедление – это не значит хорошо, и вы просто отнимаете энергию дерева на бесполезный рост вертикальных веток. На этом мое короткое видео, в котором я вам рассказал о продолжении эксперимента обрезки груши, начатое ровно месяц назад, подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось и вы поняли пользу от такой обрезки. На этом с вами прощаюсь.
Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного и полезного.